Представители знака зодиака Дева. Дева, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, ноябрь 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Не устаю повторять, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной жизни, истории каждого из нас. Но мы рассуждаем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов как событий, так и нашего восприятия. И я надеюсь, какой-то инсайт вы определенно получите. Сегодняшний расклад будет на 3 колодах, и мы раскроем на Таро 78 дверей события по основным сферам жизни. И потом достанем карту совет на колоде добра. Но вначале, что важно знать для вас, мои дорогие? Или что будет актуально, важно, может быть? Или какой сферой жизни больше придется заниматься, чему уделять внимание в течение ноября? Неожиданное событие. Что завершится? Что нового войдет в жизнь вашу? Что я смогу осуществить? Вот такой вопрос для вас. Что вы сможете осуществить? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, энергетика, финансов, денег. И мы потом раскроем, опять же, дополним. И что у нас в личной жизни? Давайте узнаем, что важно знать. Победа. Мало что победа, так еще и праздник после победы. Это уверенность, это достаток. Это когда я точно знаю, что я буду делать и чего я делать не буду. Где мне, может быть, заработать денег. Все-таки жезлы – это больше дела, работа, бизнес, деньги. Но и с другой-то стороны, именно в этой колоде нам говорят еще и про семью, про какую-то личную жизнь. Вообще можно получить полный баланс по всем сферам жизни, мои дорогие. Вот важно. Может быть, сам по себе и баланс будет для вас важен. Когда у меня порядок во всех делах, у меня все стабильно, я все держу под контролем, это как раз где-то тот самый якорь. Давайте узнаем. Неожиданные события. Знаете, это может быть ваше решение по поводу нового способа заработка, работы или на прежнем месте работы, на какое-то продвижение. Могут быть вопросы, связанные с детьми, вы будете им помогать, может быть, по обучению, может быть, и с проплатами что-то тут связано. Но чаще это наша карта, наше собственного продвижения, своего рода марафонский забег, я так его называю. Почему? Потому что мы что-то начинаем с прицелом на дальнюю дистанцию. Не совсем мы одним месяцем живем, а мы так вот пытаемся прогнозировать, что же мне будет приносить доход, или что мне будет служить каким-то моим развитием, да, чтобы мне было интересно. По этой карте мы более внимательны к деталям, кстати. Когда мы сами не торопимся, мы себя где-то не тормошим, мы понимаем, что концентрация внимания как раз нам необходима, чтобы увидеть эти самые возможности. Но вообще это карта прогресса, поэтому в неожиданностях какой-то прогресс. Что завершится? Может быть, у кого-то, знаете, решится, например, да, вы подавали документы на рассмотрение ипотека. Скорее всего, вы это получите. У кого-то вопросы в суде, разбирательства. И, скорее всего, тут что-то будет. Со знаком плюс, по крайней мере, уже свет этому разбирательству, даже если это долго что-то было, тут как раз уже более что-то конкретно определенно. По этой карте мы можем что завершиться? Идут узкие специалисты, к примеру. Это может быть, как дома вы какой-то ремонт начали или собираетесь. Вот, значит, за ноябрь вы можете начать и завершить как будто. Узкие специалисты идут, да, вот, которые нам помогают что-то обустроить. Или люди, работающие с металлом, или врачи. Вы пойдете тоже, может быть, проходить обследование. Или к стоматологу. Вот где-то за ноябрь, значит, останетесь довольны. В целом вы что-то сделаете, завершите как будто. У кого-то это могут быть и юристы, и адвокаты. Или согласование в банках, как я уже сказала, так и с высокими чиновниками, какие-то бюрократические вопросы. Вот тоже мы можем завершить. А что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие? Праздник, тройка кубков, радость. Правда, радость. Нам об этом сказали. Приятные эмоции, вдохновение, что-то доброе, светлое. Есть то, что нас радует. И это здорово. Что я смогу осуществить?
Ну, видимо, в каких-то далеко идущих планах нам и сказали, что мы можем планировать, что я могу осуществить. По пятерке мечей это первая победа. Когда я получил эту победу, я вроде как прав, но удовольствия от этой победы никакого. Был какой-то конфликт, и я вроде как остался один или одна в гордом одиночестве. Мы можем это завершить. Мы можем завершить какое-то противостояние ненужное, понимая, что оно ни к чему не приведет. Мы можем сами пересмотреть планы на будущее, но где-то это через взаимоотношения с людьми. Безусловно, это будет. Какой-то старый спор, обида мы можем завершить. Мы можем осуществить, например, решение какой-то сложной задачи, как будто мы найдем этот выход и запросто, может быть, с помощью специалистов узких или тот вопрос, который мы до этого времени, ну, даже не знали, как подступиться. Вот такое тоже может быть. Но больше я все-таки склонна к тому, что пятерка мечей здесь наши мысли и какая-то ситуация со знаком минус, в которой вроде бы мы и выиграли, но толку от этого никакого. Как будто все разошлись при своем мнении. Поэтому, с одной стороны, если что-то подобное было, мы можем сгладить острые углы, адаптировать как-то эту ситуацию, перевести ее в нейтралитет как минимум. А с другой стороны, может быть, начинающийся, даже если какой-то конфликт, или если нас кто-то вызывает на этот спор, что я смогу осуществить? Да где-то увильнуть от него или выйти из какой-то ненужной ситуации, которая как бы разрушает, может быть, вас самих эмоционально, а может быть для вас, ну, вы уже просчитали и видите, что ничем хорошим не завершится. Ну, условно себе по соломке подстелить или что-то исправить. Вот это можем. Дела, работа, бизнес. Ну да, тут по справедливости. И здесь у каждого что-то будет по-своему. Наверное, вот то, что в двух позициях я говорила по королю мечей, как и пятерка мечей, здесь ведь по справедливости мы получаем то, что мы заслужили. И почему у нас тут весы говорят, держи эмоциональный баланс раз и будь честен самим собой. Это два. У кого-то это может быть ситуация, то, что вы делали прежде, теперь нам как возвращается именно с тем эквивалентом в зависимости от того, как мы к чему-то поступили или относились, или работали, или сколько усилий приложили, чтобы оформить документ, или ну что-то у каждого по-своему. Но есть еще и такой момент. Справедливым надо быть к самим себе. И если вы видите, какая-то ситуация у вас не продвигается, может быть, это зависит от конкретного человека. Или вы много работали, в результате вас это не устроило, мои дорогие девы. Как-то не нашли вы вот того самого эквивалента. Тогда карта говорит, ну так значит и ты будь справедлив. Нет смысла заниматься той работой, которой ты не чувствуешь отдачи в твою сторону. Вот тонкий очень вопрос, подумайте, но мы еще раскроем на картах. Финансы. Нам сказали, в принципе, финансы в рост, и в целом карта у нас победы, праздника, семерка пентаклей, но, видимо, как задерживаться могут финансы, или в целом, может быть, по документам у кого-то касаемых имущества, может быть, или вашего жилища, или все то, что в конечном итоге с элементом денег, да, проигрывается, то где-то тоже могут быть какие-то задержки. Может быть, мы и пошли к чиновникам оформлять что-то, но даже если в течение ноября не в те сроки мы где-то укладываемся, у нас как будто все равно все получится. И деньги мы получим, может быть, и эта карта говорит, есть смысл, если правда, для тех из вас, кто пассивным доходом, например, занимается, да, или пытается новые методы по пассивному доходу как бы прочувствовать, просчитать. Вот тут может быть как вполне перспективно. Ну, а с другой стороны, если правда, что-то у нас по независящим от нас причинам задерживается, значит и деньги-то мы тоже получим, но может быть с каким-то опозданием, я не могу этого исключить тоже. Личная жизнь. Ну, не увеличивать вот эту самую дистанцию, у кого-то пятерка мечей может проиграться, как именно в личной жизни. Не настаивать на чем-то на своем, тут больше взаимодействия. Нам по семерке жезлов, знаете, как будто карта говорит, что мы не останемся довольны, если будем продолжать увеличивать дистанцию или как расширять этот конфликт или какую-то зону отчуждения, непонимания. У нас хватит сил парировать.
доказывать. А смысл? Целесообразность. Вот в первую очередь по семерке жезлов это ведь всегда карта соревнования. Но это то соревнование, которое может перейти обратно в пятерку мечей, в эту самую пировую победу. Поэтому подумайте, нужно или нет. И у каждого по-своему это как-то проиграется. У кого-то просто... Нам ведь сказали по четверке жезлов, что тут у нас порядок в делах семейных точно. Поэтому я могу предположить, для тех, кто в паре, очень продуктивный будет как и месяц для ваших планов семейных, так и взаимопонимание будет достигнуто. Но у кого-то вот эти вопросы противостояния, может быть, по работе, по виду занятости, могут перерасти, когда мы об этом 24 часа в сутки думаем. И дома тоже. И поэтому вы будете как-то стратегию, тактику обдумывать. Давайте мы уточним, раскроем ситуацию, например, по работе, по вашему месту работы, вот где вы находитесь сейчас, Верховный Жрец. Знаете, тут будет действительно, мы можем многие вопросы согласовать. Мы готовы учиться, и по этой карте мы сами, если к нам кто-то обращается как к жрецу, ведь это учитель, значит и мы кому-то терпеливо можем что-то рассказывать, объяснять, может быть, вам каких-то, смотря чем вы занимаетесь, студентов или каких-то практикантов на обучение добавят, и придется где-то терпеливо вот так вот разжевывать или объяснять, показывать, рассказывать, как делать, как приступить к чему-то. Может быть, это ваша новая должность, мои дорогие, или будет возможность ее получить по справедливости. И тогда это уже новая ступень, когда тоже где-то от нас потребуется, как у Иерофанта, великий учитель, терпение и эмоциональный баланс. Для кого-то из вас по работе какая-то ситуация может означать оформление каких-то документов или что-то вот с документами связанные, может быть, как какие-то отчеты или что-то такое, но благодаря, наверное, взаимодействию или, точнее, с правильным оформлением документов или через документы, например, взаимодействие с высшими более инстанциями, мы можем о себе словно заявить. У вас будет возможность, в принципе, как-то сделать карьеру. Главное просчитать все. И не спеша, карта не торопливая. Давайте мы спросим, а по новому доходу или по новому способу заработка, вы точно останетесь довольны. И вот я бы сказала, ремесло или творчество, хобби, десятка кубков, эмоции вас точно порадуют. Что-то есть тут такое приятное. Или, может быть, кто-то будет инвестиции просчитывать, да? Значит, есть какой-то плюс от вложенного. Может быть, были инвестиции в конкретного человека, значит, тут тоже вас что-то порадует. Или как новые способы заработка, может быть, вы приступили недавно к новому виду деятельности или сменили вид деятельности, тогда я могу сказать, что продолжение прекрасное следует. Давайте про деньги узнаем по основному виду вашего дохода. Так бы не сказала, что можно расслабиться, правда, пятерка кубков. Вы знаете, может быть, мои дорогие девы, нам вот ситуация говорит, не возлагай все на один корабль. Либо ты можешь оказаться в такой ситуации, когда ты один на один, и никто не приходит на помощь. По этой карте предусматривается, как я говорю, квантовый скачок. Как будто решиться нужно на что-то. У нас девушка сидит в окне, кричит, призывает на помощь, а никого вокруг нет. И вообще уже сумерки, никого как будто и не будет. От наших правильных действий, именно решимости на что-то, будет зависеть дальнейшая наша, в данном случае, финансовая история. Как будто дверь горит, и ей ничего не остается, как прыгнуть. Поэтому я говорю, квантовый скачок, что-то изменить нужно. Или чего-то добавить. Или как-то пересмотреть свои расходы. Может быть и так. Иногда то, что мы сэкономили, 2 раза заработали. Может быть, и вы кому-то помогали, а здесь вот надо баланс, значит, какой-то произвести. Но определенные какие-то наши действия, они требуются. Причем в разрезе тех, которые мы не делали раньше. Как будто так. Давайте мы посмотрим, что же у нас по деньгам на новый доход, как видят карты. Хотя нам уже сказали, но тем не менее. Правда, карта финансового дохода, это карта, вот видите, подарки, какие-то сюрпризы, может быть, как-то ваш бизнес, хобби или то, чем вы заняты, каким-то образом быстро разворачивается в сторону денег, или вы видите прибыль, или это новые возможности заработка. Еще плюс
к той сфере деятельности, которую вы развиваете. Тут все на увеличение идет. И карта, кстати, не говорит, что мы деньги бездумно тратим. Хотя это на вас не похоже. Но, видите, ведь это только подарки, как бы, да? Шестерка пентаклей. И двое нам, как будто мать с сыном, находятся в доме, который не очень богатый. И нам говорят, что нам как будто деньги на последующий период потребуется самим. Может быть, для развития нашего дела, бизнеса, а может быть, еще какая-то ситуация сложится. Поэтому больше мы тут накапливаем, сохраняем, принимаем. Или нам кто-то может еще и прийти на помощь. Может быть, новое партнерство какое-то, новый союз по вашему бизнесу или работе. Давайте мы откроем, поэтому вот где-то деньги в рост может так вот где-то и проиграться, что мы не тратим. Тут мы не тратим, потому что мы ждем, да, и что-то как-то не уложилось в те рамки, как мы предполагали. А по собственному доходу здесь как раз не трата, а больше на сохранение. Личная жизнь для тех, кто один или одна на ноябрь. Знаете как, вот в этой колоде тут ведь самое главное двери. Или они открыты, или закрыты, или ключи. Здесь нет ключей, здесь вообще у нас врата. И могучий кентавр как будто бьется, пытается пробить что-то. Первое, неизвестно, получится или нет, раз. Второе, даже если получится, мы не знаем, что нас ждет за этими вратами. Опять же, целесообразность. А надо ли этим заниматься? Надо ли, может быть, какие-то, как недавнее знакомство продолжать? Или нужно ли какую-то ситуацию педалировать, может быть, ускорять? Может быть, если были какие-то отношения? Или вы можете так думать, мои дорогие девы, что я первый или первая инициировать что-то не буду. Но, по крайней мере, я не могу сказать по этой карте, что у вас будет вдохновение на новые какие-то отношения. Вы больше, по крайней мере, энергия настоять на своем. Давайте для тех, кто в сложных отношениях находится, посмотрим карту. Ну и здесь вот где-то почему-то такие энергии, да, когда мы пытаемся пробить, ну, буквально молотом какую-то дверь, брешь. И опять же, значение тоже где-то. Мы потратим определенные усилия, но что нас ждет за этой кладкой? Может быть, оно нас совершенно не вдохновит. Много информации какой-то может быть ненужной. И по этой карте главное не увеличить дистанцию. Ну вот напором не действовать. Все-таки больше, как по аркану справедливости, видеть, какова же она есть реальность, держать этот эмоциональный баланс. И чтобы не увеличить, как я сказала, дистанцию, и чтобы что-то не закончилось вот этой пировой победой. А для тех, кто в паре, давайте посмотрим. Ну, тут все прекрасно. Вот не случайно нам и выпала такая карта сразу. Это карта колесницы. Вы знаете, в вашей паре могут быть такие вопросы, как «давай мы с тобой бизнес организуем» или вот что-то такое. Потому что по карте колесница популярность какая-то предусмотрена. Может быть, и ваш партнер популярен стал, или ваше дело продвигается, или вы вдвоем что-то как будто на одной волне будете. Вы будете вместе сообща провожать прошлое и встречать будущее. Здесь абсолютное единение душ, понимаете? Когда мы думаем в одном направлении, пусть, может быть, мы разные где-то, но мы хотим одного достичь, мы хотим быть счастливы, мы хотим, может быть, путешествовать. Для кого-то из вас смена авто, вот буквально так тоже может проиграться, или какие-то новые перспективы с переездом связаны, со сменой работы. Ну, тут, может быть, и один партнер меняет работу, а второй как бы и вся семья переезжает. Тоже может быть. Но даже если вы не семья или вы проживаете вместе, но вы в паре, тут переход ваших отношений на новый уровень тоже может быть. Всячески прогрессивная карта на будущее. Главное, не удерживать этот момент, открыться миру и новым возможностям, мои дорогие девы. Давайте мы с вами посмотрим на колоде добра. Достанем карту. Совет. Что для вас на ноябрь, как видят карты? Отшельник. Вот смотрите, да, вот ключи и есть дверь, которой мы должны эти ключи подобрать. От ваших каких-то важных решений будет зависеть
последующая ваша не просто траектория жизни, а траектория взаимоотношений с людьми. Как вы для себя чего добьетесь, может быть, как и по бизнесу, так и по делам. От того, как вы сумеете выстраивать отношения, ну, вот, наверное, с совершенно разными людьми, будет зависеть и ваше внутреннее состояние души отчасти тоже. Если вы чувствуете себя уставшим или вы не видите выхода, эта карта говорит: сделай передышку. Не педалируй какую-то ситуацию, если для тебя сейчас словно какая-то дверь закрыта. Не доказывай никому ничего, потому что ты увеличишь дистанцию недопонимания. Это как перегруппировка и самонаблюдение. Это та карта, когда мы можем сделать отступление назад для того, чтобы окончательно в чем-то разобраться. И карта мудрости. Как будто вот если я говорю про отступление, да, как будто оно необходимо для того, чтобы к этой двери подобрать один из ключей. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.